Недавно на канале Irl Studio вышел тизер третьей маски. Сегодня мы разберем, что в тизере нам показали, как пойдет сюжет дальше и как в конце-то концов злодей с первого сезона сыграет роль в третьем. Итак, сейчас же я посмотрю вместе с вами этот тизер-трейлер и будем делать теории. Судя по месту из тизера, это какой-то подвал с велосипедами. Справа, как мы можем видеть, какая-то шайтан-клетка. Дальше нам показывают локацию, но там нет ничего, в принципе, такого особенного. Вроде бы обычный подвал с великами. Но сука, каким образом события будут происходить в этом подвале, если анонимусы в лесу? А этот подвал как будто бы из последнего города вообще. А вот тут наш оператор что-то услышал и решил спрятаться. И тут выходит он. Анонимус, когда увидел, что свет не выключен, вообще в край озверел. Ну а что, свет нынче дорогой, особенно в Финляндии. Дальше нам Анонимус прописывает шапалах, и мы оказываемся в шедевре клетки. В принципе, мы увидели жизнь анонимусов за кадром, а теперь сейчас мы увидим дату. Иди нахуй! Поверил. Ну и бредятина. В конце все же безумный таймер становился на этой дате. Судя по тому, что это прям тизер-тизер, маску 3 можно ожидать где-то осенью, в первый, второй месяц. Ну, вы поняли. Мой прогноз на 26 октября. Как я понял с самого начала тизера, идет повествование не от лица Ильи. Ну, потому что в первые секунды нет ПВП на экране. После того, как нам показывают клетку, к нам вламывается Анонимус, но он в обычной маске, поэтому он никакой не босс. Во втором сезоне в конце мы забрали почти все оружие Анонимус. Это то есть маску, дубинку и пистолет. Поэтому у нашей шедевра тьмы хоть какие-то шансы да все же присутствуют перед Анонимусами. Итак, как я говорил ранее, у меня есть мини-теория по поводу финала второй части и первой. Но стоп, подождите, что было в первой части? В конце первой части Илья наносит очень сильный урон Анонимусу, который преследовал его всю первую часть. Но заметили ли вы, что этот и этот Анонимус максимально похожи? Да, возможно, это разные Анонимусы, но возможно, это один и тот же Анонимус, просто во второй части у него случился редизайн, и в третьей части он очень сильно сыграет свою роль. Но если окажется, что это разные персонажи, то это вообще в край меняет дело. Вероятно всего, Анонимус из первой части, который был, скорее всего, будет просто обычным болванчиком, прислужником. А Анонимус в конце из второй части, скорее всего, будет каким-нибудь боссом Анонимуса. И он будет сильнее даже карточника. Почему же я сделал такие выводы? Потому что в Анонимус с первой части уже атаковал Илью, и мы знаем его навыки. А Анонимус со второй части, он был, во-первых, золотой маской, что вроде бы уже тоже его отличает от Анонимуса с первой части. И мы еще не видели, как он сражается. Итак, что насчет теории все же по третьей части? Итак, так как у наших главных героев есть оружие, естественно, у них шансов на победу тоже больше. И по той информации, которую я сейчас знаю, актеров Маски 3 будет больше. Итак, первая вариация событий. Итак, в самом начале Маски 3 нам, скорее всего, с самого начала покажут анонимусов там, где они будут обдумывать или придумывать свой план. Либо вообще просто, что они типа что-то делают и уже готовятся. После того, как нам покажут этих анонимусов, потом нам покажут Илью, скорее всего, который будет со своими друзьями обговаривать анонимусов. И они, скорее всего, придут к тому решению, что нужно будет снова пойти в лес и уже решить вопрос с анонимусами окончательно.
Но в этот раз, так как актеров будет больше, скорее всего, друзей у Ильи будет тоже больше, и они пойдут в лес, либо же в город перед этим, чтобы потом объяснить анонимусам за базар. Либо же есть вторая теория, где в самом начале похищают неизвестного человека из тизера, а потом Илья узнает о нем и попытается его, скорее всего, спасти. А третья теория, я прям не до конца ее обдумал, но, скорее всего, в команде у Ильи будут предатели. И у меня есть еще теория, что Илья может финально уничтожить всех анонимусов или сам стать анонимусом. Но это еще не до конца решено, и плюс это будет на следующую часть по теориям. И вообще, я уже буду на этом заканчивать. Итак, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока. Стоп, что, чего? Это ж мне какие-то странные файлы по почте пришли. Что это? Маска 3. Файл Илюши. Привет, хотел бы тебе кое-что показать. Что ты хочешь мне показать? Чего?